Всем привет, друзья! Давайте сегодня поговорим про поиск работы в Великобритании. Поиск работы может быть довольно трудным делом, особенно когда не знаешь все типичные требования принимающей стороны, и у вас еще не наработаны контакты на местном рынке. Давайте разберем один из вариантов, как подходить к поиску работы. Конечно же, нет единого сценария, и вы можете делать это по-другому, либо ваша сфера предполагает другой подход к поиску работы. Чем больше способов вы для себя откроете, тем, конечно же, лучше. Итак, начнем с подготовки к поиску работы. Вы можете составить список должностей, на которые вы хотите претендовать. Наверняка у вас есть некий диапазон ролей, в которых вы хотели бы себя видеть. Поиск вакансий под каждую из них поможет вам расширить диапазон поиска. Затем, под каждую должность необходимо написать отдельное резюме и отдельное сопроводительное письмо. Резюме не сильно, но отличается от российских стандартов. В целом, основное правило состоит в том, чтобы не искажать свой опыт работы, так как это все равно выявится, и необходимо точно знать, как на английском языке называются нюансы вашей профессии и те обязанности, которые вы выполняли. В описании я оставлю ссылки на шаблон резюме и шаблоны сопроводительного письма, а также некоторых русскоязычных рекрутеров Великобритании, если вам понадобится помощь профессионалов. Под каждую должность необходимо составить список компаний, в которых вы хотели бы работать, и необходимо отслеживать статус подачи вашего резюме, включая агентство по найму персонала. Также необходимо обновить профиль на LinkedIn, таким образом, чтобы он максимально соответствовал вашей желаемой должности. Также нужно выделять количество времени на ежедневной основе, которое вы будете тратить на поиск работы. Это целая работа найти другую работу. Если вам необходим спонсор для переезда в Великобританию, также необходимо проверить, может ли ваш потенциальный работодатель спонсировать здесь работников. Я также оставлю ссылку на компании, которые имеют такую возможность. Непосредственно сам процесс поиска работы. По предварительному подготовленному списку вы заходите на сайты компании в LinkedIn и смотрите размещенные вакансии и рекрутеров, их размещающих. Можно также подаваться по ссылке в LinkedIn или написать рекрутеру, который разместил эту вакансию. Если вакансий на странице LinkedIn нет, то проверяйте вакансии на сайте компаний либо других сайтах по поиску работы. Я тоже оставлю на них ссылки. Из уже подготовленного шаблона резюме для конкретной вакансии вы делаете обновление вашего резюме с учетом необходимых требований, но чтобы оно также отражало реальность вашего опыта. Далее, важно! Воспользуйтесь специальным инструментом проверки на включение ключевых слов в ваше резюме. Этот шаг категорически обязателен. Большинство крупных компаний прогоняет ваше резюме через автоматические фильтры поиска по ключевым словам. И если в ваше резюме они не будут включены, то рекрутер, вероятно, к сожалению, даже до него не доберется. Этот шаг самый важный, и без него ваши усилия могут быть потрачены впустую. Следующий шаг – это, конечно же, отправление резюме, когда вы считаете, что оно полностью готово, и периодическая проверка статуса подачи заявления с заинтересующей вас компанией. Если вас пригласили на собеседование, то следующий шаг – это обязательная подготовка к собеседованию в этой компании. Вы можете найти достаточно материала в YouTube, которые помогут вам подготовиться к необходимым стадиям собеседования с рекрутером, далее с вашим потенциальным менеджером и непосредственно, возможно, с владельцем компании или соответствующих высокопоставленных должностей. Подготовка к каждому собеседованию очень важна. Вы должны понимать, какого примерно вопроса вам могут задаваться, как на них вам необходимо отвечать. Я также оставлю сайты по поиску работы в описании к этому видео. Если мы говорим о собеседовании и о разговоре о зарплате. Как понимать, на какую зарплату вы можете претендовать? Хороший сайт для понимания уровня зарплат называется Glassdoor. Я тоже оставлю на него ссылку, где вы можете примерно понимать рамки, на какой должности, на какую зарплату вы можете рассчитывать. Что если вас спрашивают про вашу предыдущую зарплату? Как на это отвечать? Конечно же, вы можете уходить от этого вопроса, потому что в реальности ваша текущая зарплата не должна влиять на ту зарплату, которую вы можете получать на новой должности, если вы полностью под нее подходите. Конечно, если вы считаете, что
озвучивание вашей текущей зарплаты поможет вам получить эту новую должность, то, пожалуйста, конечно же, вы можете ее озвучить. Если же вы не хотите ее озвучивать, то не нужно ее озвучивать. Можно попробовать уйти от этого вопроса пару раз, но также категорически отказывать тоже, может быть, не нужно. Каким образом можно уходить от вопроса про зарплату? Можно переадресовать вопрос рекрутеру вежливо и очень участливо, в чем заключается смысл этого и цель этого вопроса, и каким образом эта информация будет использована. Конечно же, они не смогут сказать, что, исходя из этого, они попытаются рассчитать минимальную планку для предложения о работе. Поэтому, когда вам скажут любую другую версию, вы сможете увильнуть в нужную вам сторону. Например, вы можете сказать, что вы абсолютно будете рады раскрыть эту информацию при обсуждении конкретного оффера, потому что вам нечего скрывать. И в этом случае вы абсолютно точно сможете раскрыть свою зарплату. Нужно ли вам спрашивать о зарплате? Ну, конечно же, важно понять вилку, но никак не в самом начале собеседования. Важно понять детали вакансии, обязанностей, информацию о компании, коллективе, культуре, командировках, и можно обсудить предлагаемый пакет и вилку зарплатную. Может сложиться так, что рассматриваемая вилка вам не подходит, поэтому не нужно тратить время друг друга иногда. Но также при этом нужно понимать, что если вы настолько понравитесь работодателю, что он может либо немного превысить вилку, либо, возможно, предложить вам другой уровень должности. Поэтому не отчаивайтесь, если вам не подходит вилка с самого начала. Важно, чтобы вы понимали, насколько вам подходит компания, тот вклад, который вы можете сделать в ее развитие, чтобы это был win-win для обоих. И в этом случае я уверена, что у вас все получится. Дерзайте, рабочие визы все еще выдают. И очень важно, чтобы та работа, которую вы нашли, вам понравилась и могла принести вам пользу в долгосрочной перспективе, потому что иногда люди идут на те работы, которые им не нравятся, и они могут обнаружить себя, что их предыдущий опыт, который вот им не нравился, текущий, он может повлиять на получение желаемой должности в будущем. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратными с теми вакансиями, на которые вы откликаетесь, и на работу, на которую вы соглашаетесь. Это повлияет на ваши возможности в будущем, возможно. Удачи с поиском работы.